Всем привет! Вы смотрите «Честно о сервисе». Меня зовут Катя, сегодня мы в Шарм-эль-Шейхе отдыхаем в отеле Sultan Gardens Resort. В двух словах, что такое «Честно о сервисе». Мы покупаем тур за полную его стоимость через одно из турагентств, каждый раз через разного туроператора. Приезжаем в отели Турции, Египта, других стран, заглядываем в разные уголочки и даем честный отзыв о том, как здесь кормят, какие здесь комнаты, какой здесь пляж, бассейн, бары, анимации и так далее, и так далее. И о всем об этом вы узнаете в этом видео. Традиционно начнем с территории отеля. Она тут просто огромная. На территории много двухэтажных корпусов и вход в каждый номер прямо с улицы. Территория довольно зеленая, много пальм, кустов и цветов, так что прогуляться вечером есть где. При этом бассейны рассредоточены по всей территории, и в каком бы корпусе вас не поселили, бассейн будет недалеко. Несмотря на это, у бассейнов очень мало людей. Рассредоточены по территории отеля и активности. Акваэробику, дартс, волейбол, танец живота и йогу проводят в разных уголках отеля, поэтому важно следить за расписанием, чтобы не пропустить нужную активность и вовремя добраться к нужной локации. Более комфортно заниматься именно в спортзале, поскольку здесь есть кондиционеры. В этом же здании есть сауна, но за дополнительную плату $10 в час. Нам немного не повезло, поскольку во время нашего отдыха на территории отеля проводили ремонтные работы. В результате приходилось слышать звук дрели и ощущать запах краски во время прогулок. Чтобы дорога от номера к морю или от моря к ресторану не казалась утомительной, тут курсирует Таф-Таф – небольшой автобус открытого формата. Деткам кататься на нем очень нравится. Ездит он по факту заполнения не реже, чем каждые 15 минут утром и после обеда и каждые 30 минут в особо жаркое время. А за территорию отеля можно выбраться на такси, заказать которое можно на ресепшене. На территории отеля есть аптека и работает врач, но в идеале все же не болеть или на крайний случай воспользоваться страховкой, поскольку консультация врача тут обойдется от 45 евро. Тут есть большая площадка для игры в мини-гольф, но централизованно игры проводят только один раз в неделю. Вечерние активности и детская дискотека проходят в амфитеатре, но, скажем честно, в целом с анимацией тут не очень. Что касается номеров, то они далеко не идеальны, как для отеля 5 звезд. Точнее, номера тут разные. Нас поселили в номер со свежим косметическим ремонтом в самой комнате и с весьма ветхой мебелью. Плитка в ванной давно требовала замены, а сама ванная настолько неудобная, что наша малышка несколько раз падала в ней, ударяясь. Был сломан сместитель, так что номер на 5 точно не тянет. Но вам сходу предложат заменить номер на другой, со всеми удобствами и джакузи. Такой апгрейд на неделю обойдется в $200, но слышали от гостей отеля, что можно выторговать такой номер и за $120. В каждом номере есть сейф и все для приготовления чая и кофе. Мини-бар наполняют один раз по приезду газированными напитками и соками и ежедневно приносят бутилированную воду. Султан Гарденс довольно большой пляж. Шезлонгов много и хватает их на всех. Детки могут заходить в море прямо с берега. Для них вход расчищен от кораллов по всей территории пляжной полосы. В детской морской зоне довольно мелко, взрослому воды будет примерно по колени. Тут
Тут есть и пирс, и понтон, и возможность зайти в море прямо с берега по специально оборудованному проходу, где уложены плиты. Комфортнее всего заходить в воду именно с пирса. Кроме лежаков, на пляже есть частные беседки. Воспользоваться ими можно за дополнительную плату. Стоит это $30 за один день. При этом вы получите дополнительно безлимитный Wi-Fi, тарелку фруктов, коктейль и канапе, а также возможность получать безлимитное мороженое в течение дня, воспользоваться мини-баром, получить скидки на платные напитки и еду. Для удобства гостей на пляже 2 пункта обмена полотенец, есть переодевалки, души и даже сейфовые ячейки. Правда, мы ни разу не видели ни одной свободной сейфовой ячейки. Спасатели на пляже работают с 9 утра и до 6 часов вечера. При этом в другое время настоятельно просят не купаться из-за активности опасных рыб. Есть тут также детская площадка и можно сделать массаж прямо на территории пляжа, за дополнительную плату, конечно. Подводный мир здесь очень красивый. Есть скаты, много разноцветных рыбок, за которыми можно наблюдать как во время купания, так и с пирса или понтона, или даже с самого берега моря. Безусловно, среди этих рыб есть и опасные, такие как рыба-хирург или крылатка. Тут очень красивые кораллы, и даже если вы приехали без маски, ее можно арендовать прямо здесь за $5 в день. На территории отеля работает дайвинг-центр, и погрузиться под воду с аквалангом можно прямо с пирса. 15 минут такого подводного приключения обойдутся в $20, а 30 минут в $35. Несмотря на огромную территорию, водная горка здесь всего лишь одна, и пускают на нее только детей. При этом глубина бассейна 1,50 м, и маленьких деток приходится с горки ловить, а для совсем маленьких такое развлечение недоступно. Немного детей и в детском клубе. Тут есть небольшая детская площадка для деток и малышей, немного игрушек и телевизор, чтобы дети могли смотреть любимые мультики. Можно воспользоваться услугами няни по цене $10 за час. В этом отеле довольно большой ресторан в 2 этажа и террасой. На 2 этаже есть небольшая зона только для взрослых. Питание в ресторане, на мой взгляд, достойное, но при этом и не мега роскошное. На завтраке ветчина, сыры, яичница, картофельная запеканка, овсянка, разные виды хлопьев, круассаны и много разных булочек. Днем и вечером предлагают по 2 вида супов. Бывает и суп с морепродуктами, и куриный бульон, и борщ, и овощной супчик, и другие супы. Всегда есть рыба. Обычно это 1-2 блюда. Также есть обязательно блюда из курицы, говядины или баранины. Из гарниров предлагают больше разные виды риса, макароны, паровые овощи, картофель фри и запеченный картофель. На обед и на ужин много фруктов. Это дыни, арбузы, очень вкусные финики, яблоки, апельсины, бананы, виноград и персики. Также много разных сладостей, причем большинство из них очень вкусные. Каждый вечер предлагают также особое блюдо – суши, пиццу, которую готовят у вас на глазах, пирог из семги, шаурму и другие блюда. Стоит заметить, что со стороны гостей мы слышали и недовольные отзывы о питании. Но когда интересовались во время экскурсии у гостей других отелей,
стоимостью тура и питанием, поняли, что получаем больше за те же деньги. В отеле также есть 3 а-ля карта ресторана – рыбный, итальянский и индийский. Посещение рыбного ресторана за деньги. Цены вы сейчас можете видеть на экране. Для ориентации $1 – это примерно 17,5 местных денежных единиц, а 1 евро – 21. Если у вас тур на 7 ночей, вы можете посетить и итальянский ресторан, и индийский, и это бесплатно. В итальянском ресторане на каждого посетителя можно заказать 3 блюда. На первое обычно это паста, на второе – мясное или рыбное блюдо, или же пицца, а также десерт. Во время ожидания можно угощаться закусками, из них особенно рекомендую запеченный сыр. Также рекомендую пиццу с морепродуктами, она большая и очень вкусная, а все, что не съедите, можно забрать с собой. Записаться в итальянский ресторан лучше сразу по приезду, поскольку спрос среди посетителей очень велик, и тут действительно вкусно. В индийский ресторан попасть проще, тут можно заказать только 2 блюда, все они довольно острые. Мы не рискнули пробовать, но меню изучили, варианты из чего выбирать есть. По 1,5 часа утром и после обеда предлагают мороженое – ванильное, шоколадное, клубничное и манго. Мороженое неплохое. Брать его можно в одном из баров у моря и в одном из баров у бассейнов. Если говорить о питании в барах, которых на территории отеля довольно много, то тут все не так хорошо. В основном это небольшие сэндвичи с маленькими кусочками ветчины или сыра, хот-доги, но не особо вкусные. Бывает небольшой выбор сладостей, а часто во время работы бара может не быть и ничего. Ну что ж, давайте подведем итоги и поставим оценки отелю Sultan Gardens Resort. Территория 4 балла за счет разрозненности локаций. Еда в ресторане 5 баллов. Еда в барах на слабенькую 3, но напитки в барах твердая 5. Пляж 4 балла, горка 3 балла, и то только за факт того, что она есть, и работу спасателей. Анимация 3 балла, и это точно зона для развития. Уборка номеров 5 баллов, Салим молодец. Таф-таф, вот он, кстати, едет. Я бы поставила 4, поскольку работает он на дизеле, и немного все-таки запах дизеля есть. Работа персонала 4 балла, и стоит отметить, что ребята очень стараются. Наверняка в Египте сервису поучиться просто негде. Если вы также отдыхали в этом отеле или отдыхаете сейчас, обязательно в комментариях напишите, как вам, понравилось ли, что понравилось, а что нет. Это поможет нашим зрителям сделать правильный выбор. Подпишитесь на наш канал, если вы еще не сделали этого, для того, чтобы не пропустить отзывы о новых отелях. А сами отзывы вы уже можете смотреть на нашем канале. Пока-пока, до новых встреч!